Этот рецепт относится к той категории, когда готовишь без лишних усилий, а результат радует. Поэтому простому и вкусному рецепту выходит всегда сочно, ароматно и очень аппетитно. Идея отлично подойдет на завтрак, на обед и даже на ужин. Многие зрители писали в комментариях, что им нравятся простые рецепты из картофеля и кабачков. Поэтому я продолжаю готовить такие блюда для вас. Благодарю вас за лайки после просмотра видео. Это важно не только для развития канала, но и для того, чтобы подобные рецепты могли увидеть другие зрители. Для приготовления беру один средний кабачок и натираю его на крупной терке. Откладываю в сторону. Затем беру очищенный картофель и тоже натираю на крупной терке. Список продуктов, как всегда, есть под этим видео в описании. Добавляю натертый кабачок к картофелю, насыпаю немного соли и перемешиваю, чтобы овощи пустили сок. А пока беру фарш, добавляю в него соль, сушеный чеснок и специи без соли. Перемешиваю фарш до однородности. Здесь главное не пересолить. Мне нравится, что в таких рецептах ингредиенты самые обычные и доступные, а результат каждый раз радует. Когда овощи пустили сок, отжимаю их и складываю в миску. Добавляю один репчатый лук, который измельчила блендером. Можно натереть его и на терке, получится тоже неплохо. Затем добавляю к овощам черный молотый перец и 2 яйца. У меня получилось, что в одном яйце оказалось 2 желтка. Перемешиваю до однородности. Добавляю муку, примерно 5 столовых ложек, и снова перемешиваю. Тесто готово. На разогретую сковороду наливаю растительное масло. Ложкой выкладываю картофельно-кабачковую смесь. Размер можно выбирать любой. Я решила не делать маленькие, а приготовить большие драники, чтобы не стоять у плиты слишком долго. Сначала выкладываю основу из овощей, потом немного фарша, придаю форму и распределяю фарш в центре. Сверху снова накрываю картофельной кабачковой смесью. Обжариваю на среднем огне с каждой стороны. Можно накрыть крышкой и довести до готовности на сковороде, но я решила еще немного допечь в духовке. Перекладываю картофельно-кабачковые драники в форму. Ставлю в разогретую духовку на 180 градусов на 15 минут. Время может отличаться в зависимости от вашей духовки. Я ориентируюсь по верхнему слою. Когда сверху появляется легкая пенка, значит блюдо готово. Кому-то вкусно такие оладушки с кетчупом, кому-то с острым соусом, но мне больше всего по вкусу со сметаной. Кабачок в составе делает блюдо особенно сочным и нежным. Это отличная альтернатива обычной жареной картошке и кабачкам. Минимум продуктов, результат всегда радует. За 5 минут вы подготавливаете овощи, перемешиваете и уже можно жарить. Если вы любите блюда из кабачков, запеканки, оладьи или драники, этот вариант вам точно понравится. А еще это хороший способ разнообразить привычное меню и порадовать семью новыми вкусами. Сохраняйте обязательно рецепт, чтобы не потерять. Приятного аппетита и до новых встреч!